Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео хочу показать вам, как я отпечатываю фольгу, целиком рисунок на весь типс, либо на весь ноготок без помощи специального клея для фольги. Видео я сняла в непривычном для себя формате, очень рассчитываю на ваше мнение по этому поводу, так как надеюсь, что именно ваши комментарии помогут мне понять, стоит ли и дальше пытаться снимать подобные видео. Вот здесь вот у свободного... Так, это ты куда здесь прилепилась? Это фольга, сам рисунок, вернее, да, перенесется вот просто идеально. Ну, на мой взгляд, это вот просто идеально. Ну, просто у меня с глазомером не все в порядке, я очень часто в этом плане ошибаюсь. Всем привет! И прежде чем начать рассказывать о том, как же мне удалось вот так вот перенести фольгу на весь типс, да, весь рисунок, сначала стоит поговорить о самой фольге. Эту фольгу я показывала в одном из своих видео с распаковкой. Вот. Поэтому те, кто смотрел это видео, они, в принципе, эти типсы уже видели. Итак, значит, у нас есть вот такая, например, фольга. Она очень тонкая. В принципе, это фольга для литья. Она очень хорошо подходит именно для литья, отпечатывания вот такими мелкими фрагментами, элементами, да. То есть, так как она тонкая, с ней проблем никаких, по большому счету, не возникает. Но отпечатать фольгу такую, вот именно на весь типс, да, вот идеально так, чтобы прям вот не было никаких заломов там, чтобы вот все вот так вот идеально блестело, ну вот лично у меня пока что не получилось. Поэтому эта фольга у меня, она в ходу именно для литья. Так, вот еще, значит, скажем так, вот такая фольга. Вот, она тоже тонкая. Она, в принципе, довольно хорошо поддается отпечатыванию, скажем так, на специальный клей для фольги. Ну, обычный бывает клей для фольги, либо гель-клей для фольги. Такая тонкая фольга, она, ну, в принципе, неплохо отпечатывается. Она подразумевает именно отпечатывание всего рисунка, да. И у меня на самом деле возникали такие проблемы, что я отпечатывала рисунок, но он полностью вот идеально не отпечатывался. Все равно где-то остаются какие-то проплешины. Вот. И приходилось просто потом уже вот так вот допечатывать, прикладывать и допечатывать. Но это хорошо, если, например, какой-то основной, да, рисунок, какое-то основное изображение на фольге отпечаталось хорошо, и вы там просто где-то что-то там, какие-то, ну, маленькие фрагменты допечатали. Но иногда, например, получалось так, вот, например, вот такой рисунок, да, и вот он раз, и тут какая-то часть не отпечатывается, и затем уже, когда даже прикладываешь, ну, все-таки эффект уже не тот. И, в принципе, я перестала предлагать вот такая, например, вот еще фольга, да, вот такая. Вот здесь тоже, да, вот такой вот рисунок. То есть, если вот при таком рисунке, да, будут какие-то вот, ну, пускай даже незначительные огрехи, это все-таки будет раздражать клиентов. И, ну, и в принципе, меня бы, наверное, такой дизайн тоже раздражал. Поэтому я из-за того, что вот такую фольгу перенести, ну, вот идеально, целиком рисунок все-таки у меня не получается, поэтому я просто-напросто перестала предлагать такую фольгу клиентам. Почему? Потому что они вот видят рисунок, да, вот они, то есть по умолчанию, глядя на фольгу, они рассчитывают на то, что вот сейчас я им, в общем, отпечатаю вот такой вот рисунок. А в итоге, то есть где-то что-то как-то пошло не так, то есть я начинаю отпечатывать, и сам рисунок у меня уже становится, ну вот, не таким, скажем так, какой он есть изначально на фольге. И все, и тут уже, как говорится, там переделывать, либо там еще что-то, ну, как бы, знаете, либо отпускать так, и, как говорится, ну, я так не могу. Поэтому я перестала предлагать такую фольгу своим девочкам. То есть вот такая фольга, она уже... То есть у нее вот эта вот основа, да,
скажем так, вот эта прозрачная такая пленка, она уже погрубее, она поплотнее. И с такой фольгой, как правило, и гель клей для фольги, и обычный клей для фольги уже, ну вот, не так хорошо справляется. Почему? Потому что вот эта вот сама пленочка, она очень, ну, скажем, не то что очень, она не пластичная, она не такая мягкая, да, то есть вот эта вот, она вот прям совсем вот мягкая, то есть гнется, ее как-то еще можно там приглаживать, и она, может быть, там как-то все-таки и приклеится к ногтю. То здесь с такой фольгой очень часто возникают проблемы, и, соответственно, отпечатать полностью рисунок, да, фрагментально там как-то отпечатать, ну, почему нет? Отлично получится с обычным клеем для фольги, либо с гель-клеем для фольги. Но вот именно целиком рисунок на весь ноготок все-таки это сложновато. Поэтому я такую фольгу не заказывала, я ее просто избегала, потому что, ну, для чего, да, то есть вот показать такую красивую фольгу девчонкам, да, вот такие красивые розы, и тут раз отлепить какую-то, ну, даже если одна розочка какая-то, да, там прилепится и будет все красиво, то там где-то это все будет наложено, заложено, и то есть там вообще будет непонятно что. Поэтому такую фольгу я, в принципе, избегала всегда. Вот такая фольга, да, она тоже красивая. В принципе, у меня получалось ее отпечатывать такими маленькими фрагментами, но все-таки красивее она смотрится именно если отпечатать вот рисунок полностью на весь ноготок, да, так, чтобы вот эти самые квадратики голографические, они, ну, были хорошо видны, хорошо просматривались, да, и не терялись, как бы это все как-то гармонично на ноготке смотрелось. Но это также, это в принципе, да, одно и то же. Здесь также такая довольно-таки основа очень плотная. И есть, когда укладываешь ее на ноготок, то есть ее приложить очень сложно, потому что она, ну как идеально приложить, я имею в виду так, чтобы вот прям идеально отпечатать, довольно сложно, потому что она в принципе, ну, особо не поддается какой-то, ну, там, растягиванию, либо, ну, вот даже вот если бы она чуть-чуть как-то тянулась, да, уже там можно было бы как-то там натянуть там около, вдоль линии кутикулы, либо у свободного края, тогда было бы с ней намного проще. А так она, ну, совсем как бы никак не тянется, и от этого все-таки и сложности, ну, на мой взгляд. Поэтому, конечно, да, если мы говорим, например, о том, что вырезать какой-то участок, да, фольги, какой-то маленький кусочек, какой-то маленький фрагмент из общего рисунка и отпечатать, то, в принципе, будет не так уж и сложно. Ну, то есть это вполне возможно, да, и как бы сложности там возникнуть не должно. Но если мы все-таки говорим о том, что отпечатать именно вот всю композицию на ноготок, ну или, скажем так, на типс, то тут не гель-клей для фольги, не обычный клей для фольги, ну как бы идеально так перенести рисунок, ну во всяком случае у меня не получается, скажем так вот идеально, как вот здесь, да, например, у меня не получалось. И в этом видео мы в принципе с вами, я покажу, как я это сделала, и обязательно поделюсь с вами тем, как крепить такой дизайн. Почему? Потому что именно закрепить такой дизайн нужно правильно. Иначе через неделю, а может быть даже и раньше, это просто все-напросто сойдет с ноготков и все. И то есть дизайна никакого не будет, то есть это будет все отходить, так как это все-таки дизайн на весь ноготок, причем на весь ноготок при помощи фольги. Поэтому обязательно такие дизайны нужно, конечно, правильно закреплять. Делать мы сначала я буду на типсах, потом покажу, как я делала или делаю это на своих ноготках. Ну, во всяком случае, на одном ноготке. Дальше мне хотелось бы остановиться на подготовке ногтевой пластины. Во-первых, мы не делаем выравнивание базой. На ноготок мы наносим тонкий слой базы и желательно тонкий слой цветного гель-лака. Почему? Какой бы вы
Как бы вы идеально не выложили фольгу, все равно этот дизайн с фольгой будет объемным. Поэтому нам лишние слои не нужны, и лишний объем, скажем так, изначально не нужен. По окончанию в любом случае дизайн с фольгой придется перекрывать 2 слоями топа. Ну, соответственно, вы этими слоями и можете сделать то самое выравнивание. Либо слоем базы и затем уже слоем топа. Для вот такой фольги, в принципе, одного слоя гель-лака будет достаточно. Пускай даже она и прозрачная, там особо каких-то проплешин, да, но если у вас более или менее пигментированный гель-лак, да, одного тонкого слоя будет достаточно. Ну, потому что здесь цветы сами и листья довольно, ну, так вот, густенько, часто нарисованы, поэтому, в принципе, этого будет достаточно. И на такой даже фольге, то есть вот вы видите, да, здесь подложка, она, в принципе, не прозрачная, то есть один слой, там, например, черного гель-лака тоже будет вполне достаточно. Предположим, вот на такой фольге будет достаточно, ну, то есть, если, к примеру, вы нанесли на ноготок камуфлирующую базу, то, в принципе, можно даже и не делать никакого цветного покрытия, то есть на камуфляж вы просто сразу уже можете делать дизайн с фольгой. Тоже получится довольно интересно. Либо вы, скажем так, наращиваете ноготки, и у вас, скажем так, свободный край, вот он вот прям прозрачный, да, ну почему бы не сделать вот такой дизайн на прозрачных ноготках, будет очень красиво смотреться розочки и прозрачный, собственно, нарощенный ноготок. По большому счету от гель-лака либо от камуфляжной базы нам нужен дисперсионный слой. То есть вот липкий слой, который у нас образуется после полимеризации, да, после просушки. И ну, я думаю, что мы все с вами уже знаем то, что дисперсионный слой, то есть как только мы достали, ну неважно, ручку, либо типс с лампы, нам нужно немножко подождать, чтобы типс либо рука немного остыла. Тогда дисперсия становится еще более липкой. Ну вот, в принципе, этой дисперсии нам будет достаточно. Для начала нам нужно подготовить фольгу. И от общего отреза нам нужно отрезать маленький такой кусочек. Ну, скажем так, небольшой кусочек. Я на данном этапе не экономлю фольгу. Почему? Ну, вы поймете, просто мы еще не знаем, как именно, да, например, к типсу мы будем прикладывать фольгу. То есть вот так рисунок, либо вот так. Поэтому для того, чтобы в дальнейшем не возникло вот этих вот недоразумений, то есть я беру просто такой кусочек побольше. Я думаю, что на YouTube, ну, там, вы, скорее всего, видели такой способ, где фольгу переносят при помощи базы, да, гель-базы. Вот сейчас я нанесу на фольгу. Вот для чего еще нужен, да, такой, скажем так, большой кусочек, для того, чтобы вот как-то придерживать фольгу. Вот. И вот эту часть я промажу базой. Там, значит, на непросушенный слой базы выкладывается фольга, берется пленка, затягивается, и затем это все сушится в лампе. Это, на мой взгляд, не очень удобно. Там может и база подтечь куда не надо, и фольга как-то съехать не так, как нужно. В общем, и на клиентах это делать, ну, лично на мой взгляд, не совсем удобно. Поэтому, наверное, вот так вот сделать это проще. Но, скажем так, то, что мне больше всего нравится, это то, вот на этот кусочек я нанесу топ без липкого слоя. И там слой не толстый, не надо толстый слой, то есть он абсолютно ни к чему, потому что я еще раз говорю, так и так этот дизайн получается все-таки довольно-таки, ну, таким объемным, и в принципе он может просто испортить саму форму уже ноготка. Вот. Как вы сами видите, особо, ну, какого-то там много времени эти действия они не занимают.
То есть у нас получается, я взяла одинаковую фольгу, чтобы, ну, там не было никаких для чистоты эксперимента. В общем, здесь у нас база, здесь у нас топ. И, значит, мы просто посмотрим, какие пленочки в итоге получаются от базы и от топа. И сравним, собственно, их. Отправляю в лампу сушиться на 60 секунд. Итак, 60 секунд прошли. На этом отрезке у нас топ. Да, тут никакой дисперсии нет, так как мы использовали топ без липкого слоя. А на этом отрезке у нас база. Вот, и тут у нас есть, конечно же, дисперсионный слой. Ну и вот давайте теперь попробуем с этого отрезка отделить, ну, скажем так, слайдер, да, давайте его так называть, от вот этой самой такой грубой пленки, да, чтобы у нас фольга осталась на самом слайдере. Это, конечно, возможно. То есть, если, скажем так, долго мучиться, да, там что-нибудь получится. Да, это возможно. Было такое, что я как бы все-таки делала это, но, как вы сами видите, то есть это все-таки довольно проблематично. Вот. Ну, то есть какой-то такой вот целый фрагмент, ну, не знаю, сложно. Тем не менее, мне это иногда удавалось. Ну, то есть вот там сидишь, там по краям, там подберешь, там подберешь. Ну, и то есть как бы потом отделяешь там какой-то фрагмент, и то сама эта пленочка, она получается очень, скажем так, хрупкой, да, то есть она может поломаться. Да, я понимаю, что если бы, к примеру, я использовала каучуковую базу, да, каучуковую, то, во-первых, слой был бы потолще, и, наверное, не то, что, наверное, я даже пробовала с каучуковой базой, да, отделить вот этот вот слайдер потом от фольги намного проще. Но я еще раз говорю, да, то есть как бы сам вот этот слайдер, он в итоге получается толстым. Ну, просто не вижу смысла в такой затее. Теперь давайте попробуем отделить пленочку от фольги, скажем так, которую мы нанесли топ без липкого слоя. Тут вот надо просто зажать так, чтобы не каталась она. Да, вот поддеваем с одной стороны, и вот потом уже так вот аккуратненько отделяем. Да, очень сложно, конечно, и смотреть в камеру, и говорить. Так вот, да. Вот, отделяем эту пленочку. И вот она у нас, в принципе, вот отпечатана. Причем вот в том месте, да, где мы отпечатывали, вот она вся полностью отпечаталась. Я не исключаю того варианта, да, что, к примеру, ну где-то здесь, например, там топ как-то, ну я не знаю, пока я там болтала, как-то подтек, затек, и где-то образовалась там проплешина, и, соответственно, вот эта часть, она не отпечаталась. Тем не менее, по центру, как вы сами можете видеть, фольга отпечаталась полностью. И вот та самая пленка, которая, в принципе, не дает возможности, да, разместить фольгу, ну, скажем так, хорошо на типсе, либо на ноготках. Так как я уже говорила, она довольно плотная, и она не тянется, и то есть очень сложно с ней что-то сделать. А вот у нас пленочка, которая получилась. Да, ну, во-первых, она очень пластичная, она мягкая, она тонкая, ну, то есть она довольно тонкая, да, то есть, может быть, я не знаю, там, как это, ну, то есть она очень тонкая, и при этом она еще немного тянется.
Ну, то есть, как бы не нужно прям вот, знаете, то есть она не тянется как резина, она не тянется как жвачка, да. Тем не менее, немного вот так вот подтянуть ее возможно, да, то есть, как бы вот, чуть-чуть ее, вот видите, и она как бы уже немного, скажем так, деформируется, да, вот буквально вот чуть-чуть. И этого будет вполне достаточно, чтобы хорошо разместить вот этот самый кусочек, да, на типсе, либо на ноготках. Вот, собственно, и разница, да, того, почему я все-таки стала использовать именно топ, а не базу. Да, потому что вот с базой снять вот этот вот кусочек, его все-таки сложновато. То есть тут ну, не идет, скажем так, каменный цветок, не уходит. По большому счету на этом этапе из полученного слайдера, ну будем так его называть, вы можете вырезать любой фрагмент, да, то есть любую часть. Ну вот, предположим, я вот хочу вот этот вот кустик, да, то есть вот я его вырезаю, вот кустик, вот он, пожалуйста. То есть один ноготок, к примеру, можно сделать вот прям полностью весь рисунок, а на другом ноготке, ну, вот какую-то такую часть композиции, скажем так. И здесь уже, насколько у вас хватает фантазии. Можно вырезать полосочки, да, то есть вот так их распределить. Можно вот так вот крест-накрест. Тут как бы сердечко, ну, это я просто так вот заморочилась, да, как вариант. Тут вот отдельный просто цветочек, да, прикрепила. Тут 3 цветочка прикрепила, просто вырезала 3 цветочка, там, которые понравились. И как я хотела, так я их, в принципе, закрепила. Тут даже получается так, вот, к примеру, вы перекрыли типс матовым топом. То есть все, у вас уже по большому счету покрытие готово. Да, и тут вот, ну, к примеру, там что-то захотелось. Ну, вот сделали такой вот слайдер из фольги. Вырезали сердечко, вот, пожалуйста, да, то есть я прикрепила только сердечко, и только сердечко я перекрывала одним слоем базы и вторым слоем топа. Только сердечко. Ну, потом вот так вот сделала еще там прорисовку, ну, потому что тут уж так цвета подобрала, что они как бы сливались. Здесь, да, тоже то же самое. То есть, пожалуйста, можно уже на готовый, то есть уже на готовый ноготок сделать вот такой вот дизайн из фольги. Причем стоит заметить, что, скажем так, закрепление вот именно каких-то вот таких вот отдельных элементов, да, намного проще и быстрее вообще-то выполняются. Ну, то есть там сложностей вообще никаких просто не возникнет. Фольга, ну, я вот показывала, да, сама вот эта вот, она очень эластичная, поэтому проблем не возникает, и это все очень быстро делается. И на клиентах, и самой себе, ну, то есть несложно. И закрепить, соответственно, тоже вот так вот частично, тоже несложно. Но так как мы сегодня все-таки отпечатываем фольгу полностью весь рисунок, да, вот еще забыла сказать, самое главное, то, что вам теперь не нужно переживать о том, что где-то что-то, какая-то часть композиции не отпечатается. То есть у вас уже, в принципе, вот она вся отпечатанная фольга. Да? И теперь нам только остается, скажем так, закрепить ее на, ну, в данном случае на типсе. Я напомню, что на типсе у меня тонкий слой базы, именно тонкий слой, без выравнивания. И на ногтях мы то же самое делаем, тонкий слой базы без выравнивания. Чуть попозже я еще раз объясню, почему именно так. Там еще есть один такой нюанс. И, значит, тонкий слой белого гель-лака, который я просушила, и на поверхности у меня есть дисперсионный слой после полимеризации. Если у вас гель-лак без дисперсионного слоя, то можно нанести слой праймера, который сохнет на воздухе и потом образуется на поверхности липкий слой. То есть этого липкого слоя будет вполне достаточно для того, чтобы перенести, скажем так, закрепить более или менее вот этот самый слайдер на поверхности. Итак, мы, значит, выкладываем. Здесь на данном этапе, вот сейчас, мы не стараемся, да, как-то выложить
вот этот самый слайдер прям идеально. Самое главное это вот сначала его закрепить по центру, да, вот закрепили по центру. То есть вот весь рисунок, который будет у вас в итоге, да, ну то есть у меня в итоге на типсе. Вот. И мы теперь, ну скажем так вот прям на типсе немного растягиваем слайдер. Я вам говорила, да, то, что он немного тянется. Немного. Не надо прям вот сильно тянуть. Он как бы, ну, может порваться все-таки. Чуть-чуть его подтягиваем. Вы его можете немножко как бы сместить, немножко там что-то, но вот чуть-чуть его растягиваем. Придаем ему более или менее форму типса. И дальше нам, значит, нужно, вот видите, все-таки у нас здесь очень большой все равно получился отрезок, да. Дальше мы уже подрезаем наш слайдер по размеру. Причем на самом деле себе на ноготках и на клиентах подрезать, ну, вот совсем не сложно. То есть вот прям берем ножнички и вот так вот раз, и с другой стороны раз. То есть никаких сложностей возникнуть во всяком случае не должно. Ну, я просто пробовала, поэтому все не так сложно, скажем так. Это все как кажется. Вот. Так, прижимаем и по возможности подтягиваем. Да? Ну, чуть-чуть вот так вот. Возможно, возникнут где-то какие-то там, ну, небольшие складочки. Ну, это, знаете, ну, я не знаю, может быть, где-то там топ, да, очень толстым слоем там где-то лег, да, там или что-то. Ну, вот какая-то складочка. Вот делаем такой небольшой надрез и прижимаем. Иногда даже вот можно просто вот так вот складочку поправить ноготком. Да, то есть вообще никаких сложностей. Вот, все, поправили. Либо вот просто взяли и еще вот так вот чуть-чуть подтянули. Вот, собственно, все. И теперь нам нужно отправить этот типс опять в лампу на 60 секунд. Пока у нас в лампе первый типс, давайте еще раз вот разберем. Да, то есть здесь у нас липкий слой от гель-лака. Здесь у нас сейчас на обратной стороне фольги, то есть вот здесь у нас в принципе фольга, сам рисунок. Да, с ним нужно быть аккуратней, потому что в принципе, ну, он может, то есть никакой агрессивной жидкостью тут лучше не прикасаться, потому что рисунок может смазаться. А здесь у нас тонкий слой топа, то есть здесь у нас уже не вот это вот, да, скажем так, пленка, да, жесткая, а именно тонкий слой топа. И мы прикладываем, значит, ну, получается у нас топ, да, на дисперсию. То есть правильно, у нас же так получается. Ну вот, как я говорила, вот такие вот отдельные элементы, да, их очень быстро и просто крепить. И тут, соответственно, точно так же аккуратненько подрезаем. Так, все, закрепили, хорошо придавили. Вот. Да. Вот здесь вот у свободного... Так, это ты куда здесь прилепилась? Так, у свободного края вот здесь вот хорошо выравниваем, чуть-чуть подтягиваем. Ну, скажем так, чуть-чуть растягиваем, да, так, чтобы у свободного края вот эта пленочка, она хорошо легла. Ну и здесь самое главное, очень хорошо просто придавить. Вот, да. И все, отправляем в лампу. Следующим этапом нам нужно, ну, какой-нибудь такой пилочкой, скажем так, 220 грит, ну, можно 180 грит. Нам нужно пройтись по торцам, ну, в данном случае по краям типса, да, то есть и подпилить, ну, лишнюю вот эту вот нашу пленочку, которую мы сами сделали, да, то есть вот мы ее подпиливаем так, чтобы
Ну, на типсах, понятно, это делать не обязательно. В дальнейшем я чуть попозже покажу, да, как это делается на ногтях. Там тоже, в принципе, ничего сложного нет. Там вот так вот тоже по боку просто проходитесь вот так вот пилочкой и подпиливаете, ну, как бы фольгу, да. Вот, проходимся, убираем все лишнее, да, для того, чтобы в дальнейшем крепить уже фольгу так, чтобы она не слезла. Причем, на мой взгляд, да, то есть вот себе на ноготках я не вот так держу пилочку, да, я держу ее немножко под углом, да. Можно сказать, что я подпиливаю, скажем так, ну какой-то вот тут вот миллиметр, да, вот этой вот самой пленочки, миллиметр этой пленочки я подпиливаю даже на самом типсе. То же самое, в принципе, я делаю и на ноготках. Я со всех сторон подпиливаю эту фольгу, ну, полученный, скажем так, слайд, да, под наклоном со всех сторон. Пускай, да, там, ну, где-то там, я не знаю, миллиметр, да, ну, вот, к примеру, ну, здесь просто так фольга, да, так легла. Пускай там миллиметр, где-то там будет отступ. Ну, ничего страшного и ничего критичного, да, особо в этом нет. Зато вы будете на 100% уверены, что через там неделю или несколько дней, да, там у ваших девочек этот дизайн не отпадет, или там у вас, например. Почему этот этап с пилочкой мы делаем после повторной полимеризации? Ну, то есть мы с вами помним, да, что у нас, значит, под вот этим рисунком у нас тонкий слой топа. Так вот, когда мы помещаем типс либо руку в лампу, то есть и у нас еще, помните, да, от белого гель-лака там был дисперсионный слой. То есть вот эта вот часть, ну, скажем так, вот это и здесь, да, вот эта вот вся пленочка, после полимеризации она еще лучше закрепляется на поверхности. Да, то есть поэтому, когда вот вы уже потом подпиливаете, то есть если вы будете подпиливать до полимеризации, скорее всего у вас такие махры будут, да, ну то есть фольга будет отходить как-то там кусочками. А если это делать после полимеризации, то есть фольга уже плотно, ну скажем так, приклеена, да, там к типсу, поэтому, ну, либо к ноготку, поэтому сделать это уже проще, ну, то есть вот эти вот таких бахромушек никаких уже не будет. На этом же этапе хорошенько просто пальчиком, да, потрогайте поверхность, и если вы видите, что где-то вот, ну, есть какой-то такой вот бугорок, да, там вот где, особенно если делались там надрезы, да, то просто вот мягкой пилочкой прям поверх слегка вот так вот проходитесь. Рисунок, как вы сами видите, он как бы никуда, в принципе, не девается. Не нужно там прям вот спиливать. Нет, просто слегка вот потрогали, там видите где-то бугорок, вот слегка пилочкой прошлись. Ну, особо на рисунок это, знаете, как бы вот не действует. Но, тем не менее, поверхность вы еще более, ну, больше выгладите, скажем так. Оно будет более гладким. Теперь давайте поговорим о том, как закрепить этот дизайн. В принципе, основную работу, да, мы уже сделали. Это мы, скажем так, вот спилили вот эту вот ненужную часть пленочки по торцам вдоль линии кутикулы, у свободного края и вдоль боковых валиков. Ну, просто сейчас на типсе, да, показываю. Поэтому, так как это все-таки органика, это не гель, лучше все-таки, на мой взгляд, опять-таки, я уж не знаю, как там у кого, но лучше наносить сначала слой базы, да, такой вот слой базы. При этом вы можете сразу посмотреть, ну вот, то есть вот где-то, ну вот как только вы начинаете наносить слой базы, вы сразу же видите, ну вот где, в каком месте как-то фольга не так легла. Ну и тонкий слой мы нанесли, теперь можно, в принципе, и такой какой-нибудь более-менее выравнивающий слой, да, сделать. То есть вот, пожалуйста. Для идеального блика, к примеру, да, там переворачиваем ноготок и сушим в лампе.
Почему именно базой? Ну вот во всяком случае, почему вот я делаю именно базой? Ну какой материал у нас лучше всего держится на органике, да? Это база. Поэтому мы в принципе и наносим базу на натуральные ногти, да, для лучшей сцепки. Вот, поэтому именно первым слоем я, как правило, там втирки, всякие там посыпушки, я тоже закрепляю сначала одним слоем базы и потом слой топа. База просохла, на поверхности у нас дисперсионный слой. Мы еще раз как бы смотрим, есть ли какие-то там погрешности, может быть, ну мало ли, там, может база там как-то не так легла, да, вот я сейчас сниму липкий слой, то есть проходим пальчиком, смотрим, есть ли где-нибудь какие-нибудь шероховатости. Если нет и все хорошо, то перекрываем дизайн топом. И в лампу. Ну вот, собственно, и все, дизайн готов. Насколько это быстро, я не могу сказать, что это быстрее, к примеру, чем просто, скажем так, использовать клей для фольги. Единственное, ну вот, вы клей для фольги наносите на ноготок, а здесь вы просто на фольгу наносите топ без липкого слоя. Дальше вы отпечатываете фольгу на просушенный топ, да, то есть как бы, на просушенный клей для фольги. То есть вы его отпечатываете, вы стараетесь там как-то эту фольгу хорошо прижать, примять так, чтобы она хорошо отпечаталась. Здесь вы 100% знаете, что фольга отпечатается, ну, как бы идеально, да, и да, там вы где-то что-то потом, ну, к примеру, да, вот если обычный способ с клеем для фольги, там вы где-то что-то допечатываете, где-то что-то там как-то это. Здесь единственное, нужно постараться как можно, ну, готовый уже слайдер, да, выложить на поверхности. И, собственно, остальные все этапы закрепления, они, собственно, точно такие же, как и любой дизайн с фольгой. Поэтому вам выбирать, каким способом пользоваться. Я просто показала один из вариантов, скажем так, именно отпечатывание фольги на всю поверхность, то есть рисунок целиком. Ну, не знаю, во всяком случае, у меня более лучшего варианта, скажем так, не получалось. Ни с обычным клеем для фольги, ни с гель-клеем для фольги. Ну, вот такого именно результата, да, не получалось. Здесь вы можете быть точно уверены, что вот фольга, сам рисунок, вернее, да, перенесется вот просто идеально. Ну, на мой взгляд, это вот просто идеально. А все остальное, это, ну, уже на ваше усмотрение. Ну, а теперь давайте перенесем фольгу на ноготок. Тут у меня старое покрытие, оно уже отросло. Просто я не стала делать новое покрытие для того, чтобы приклеить фольгу, потому что все равно буду снимать и делать коррекцию. Я постаралась спилить как можно больше, потому что, ну, покрытие было полностью как бы готово там. И для того, чтобы дизайн с фольгой особо сейчас там объема не придал, да, то есть вот я спилила как можно больше. К тому же, да, вот, скажем так, выравнивание базы, потом топ, да, все-таки делает ноготок менее плоским. Соответственно, фольга на, ну, скажем так, на более плоскую поверхность фольга ложится лучше. Именно поэтому не стоит делать выравнивание, если выравнивание базой там, и большой слой, там, например, толстый слой камуфляжа, для того, чтобы фольга, в общем, лучше, как можно лучше и хорошо легла. Вот. К тому же уложить фольгу будет намного быстрее и проще. Так, промазываю фольгу с обратной стороны топом без липкого слоя. Да? И отправляю в лампу на 60 секунд. Так, теперь нам нужно отсоединить вот эту вот жесткую пленочку, да, от самой фольги.
Аккуратно вот поддеваем, ну, апельсиновой палочкой. Прохожусь по краям. Да, вот. Аккуратненько. И вот она, наша уже готовая пленочка, которую мы будем крепить на ноготок. Вот, как вы сами можете видеть, еще раз фольга вся полностью отпечаталась на топ. То есть теперь у нас подложка не из вот этой вот пленки, да, которая очень такая жесткая и, можно сказать, никакая не поддается никакой деформации, а у нас такая вот тонкая пленочка из топа, вот, которая даже немного тянется, да, то есть как бы вот буквально чуть-чуть, не нужно там сильно. Так как у меня это старое покрытие, да, я просто, скажем так, его опилила, липкого слоя тут нет, здесь у нас тоже липкого слоя нет, так как мы использовали топ без липкого слоя, нужно будет нанести на ноготок, ну, я буду использовать Ультра Бондер, да, то есть мой праймер, который сохнет на воздухе и затем оставляет липкий слой на поверхности. Да, вот. Вот эту уже готовую подложку, ну вот пока бондер сохнет, вот эту уже готовую подложку, в принципе, можно, да, вот сейчас чуть-чуть подрезать, да, по форме ноготка. Но я боюсь ошибиться, поэтому делать я это буду уже, когда бондер подсохнет, и я просто приложу вот рисунок, и затем уже ножничками подрежу изготовленный вот этот вот слайдер, да, подрежу уже под свой ноготок. Ну, просто у меня с глазомером не все в порядке, я очень часто в этом плане ошибаюсь, поэтому если у вас с глазомером все хорошо, то есть, да, вы можете уже, в принципе, сейчас взять и, ну, скажем так, приблизительно уже отрезать ту часть, которую вы будете устанавливать уже на ноготок. Просто у меня с глазомером не все в порядке, поэтому я обычно там то, потом у меня сбоку не хватает, то у меня сверху не хватает, в общем, поэтому я буду уже крепить на ультрабондер и потом только вырезать. Так, бондер у нас подсох. Теперь, то есть я сейчас четко знаю, что вот тот рисунок, который на вот этой вот подложке, да, из топа, вот он такой же и будет у меня на ноготках. Мне теперь самое главное это просто его, ну, скажем так, немного изначально закрепить, да, на тот самый липкий слой, который образовался от бондера. Вот. Сейчас пока что сама вот эта вот подложка, она довольно большая, конечно, ее нужно вырезать, поэтому я стараюсь, я сейчас не стараюсь, скажем так, сам вот этот слайдер, да, на ноготке распределить вот красиво, четко, да, там со всех сторон нет. Самое главное, я сейчас просто пытаюсь его прикрепить по центру, для того, чтобы когда я буду обрезать уже по форме ноготка, ну просто она не съезжала, сама вот эта вот форма не съезжала. Берем ножнички и уже отрезаем. Как я говорила, на самом деле, ну, то есть сейчас я тоже не обязательно вот прям вот на этом этапе как-то там серьезно и четко, прям вот очень, прям тютелька в тютельку подгонять под ноготок, да, нет, это вообще сейчас на данном этапе абсолютно не обязательно. Нам просто нужно срезать как можно больше лишнего. Где-то подтягиваю, где-то растягиваю. Вот, хорошо прижимаю. Вот, и, значит, вот здесь вот у меня есть лишнее, да, вот здесь лишнее, то есть это тоже ножничками подрезаю.
Так, аккуратненько вдоль линии кутикулы. Просто ножничками веду. И, в принципе, да, я как бы ножничками чувствую вот эту вот линию вдоль линии кутикулы. Да, то есть вот. И у свободного края с этой стороны тоже. Все. И теперь уже как можно плотнее прижимаю, да, со всех сторон. Вот. И если нужно, то делаю надрезы. Да, то есть я вот вижу, например, то есть если у меня не получается, например, там как-то подтянуть, да, там или ногтем как-то выровнять, вот. После того, как мы выложили фольгу, и она более-менее, ну, скажем так, нас более-менее устраивает тот результат, да, который вот у нас получился, да, вот то, как мы ее установили, скажем так, еще не закрепили, но установили, мы отправляем ноготок в лампу на 60 секунд. После просушки фольга уже, ну вот, очень хорошо, ну, как бы намного лучше прикреплена. Теперь вот опиливаем, скажем так, фольгу со всех сторон. Да, там у свободного края, вдоль боковых валиков. Причем я вот прям подпиливаю сам вот этот слайдер, да, то есть немножко вот даже под углом, не боясь того, что, ну вот здесь, к примеру, там миллиметр, да, или здесь миллиметр у меня там, например, фольги не будет, да, ну, ничего страшного. Это особо, знаете, как бы не испортит внешний вид. Вот. И вдоль линии кутикулы обязательно. Вот, подпилили, теперь можно крепить. Ах да, перед тем, как крепить, я вот, скажем так, вот так пальчиком прохожусь по покрытию. Дело в том, что когда мы отправляем вот фольгу еще раз на просушку, да, она может немножко как-то от тепла, ну, где-то, ну, скажем так, не так лечь, как вот вы все посмотрели, было все хорошо, все идеально, тут вы помещаете пальчик в лампу, и фольга начинает, ну, как бы немножко, скажем так, принимать другую форму. Ну, это, при этом она потом так хорошо пристанет к покрытию, к вашей поверхности, что уже исправить это, ну, вот отодрать это невозможно. Ну, то есть можно, да, отодрать эту фольгу, но потом вы уже ничего не сделаете. Проще, если вот есть какие-то очень грубые такие, да, складки, ну, можно слегка вот так вот пройтись пилочкой, да, на этом уже этапе. Но это вот если прям совсем какие-то, ну, вот явно выпирающие, явно какие-то плохие, ну, вот на ощупь моменты, которые вы почувствуете. А так, в принципе, все. Прикрываю базой, буду использовать флекси-базу от Dance Legend. Первый слой базы я делаю тоненький, такой, можно сказать, неудобно. Тонким слоем базы. И если нужно, да, то как бы делаю такое небольшое выравнивание. Капельку. Очень сложно действительно и делать, и говорить. Еще нужно смотреть в камеру, что там. Вот. В общем, если нужно, то на этом этапе мы сразу же и делаем выравнивание. И в лампу. Так, ну вот базу мы просушили. У нас тут липкий слой. Снимаем. Для того, чтобы еще раз посмотреть, проверить, нет ли нигде у нас никаких торчушек. Да, то есть, потому что я говорила, что все-таки этот дизайн получается довольно-таки, ну, как бы объемным, да. Смотрим, если нигде ничего такого нет, ну, если где-то что-то не нравится, ну, поправьте,
там, может быть, сама база, да, там как-то растеклась, либо что-то там еще. Угу. Вот, и перекрываем топом. Топ также возьму от Dance Legend Flexi Top без липкого слоя. Ну и здесь уже тоже на ваше усмотрение, как бы какой слой сделать. Так, ну и на просушку. Ну, собственно, вот ноготок готов. Так, теперь результат тестирования. Значит, вот я также приклеивала фольгу. Здесь я, правда, вот вообще не снимала даже цветное покрытие, просто немного его забафила. То есть вот прям уже на готовое покрытие я решила наносить фольгу. Да, уложить ее было сложнее, но тем не менее все равно как бы уложила. Покрытие вот у меня отросло уже довольно-таки прилично, прошло недели 2, и отодрать, в принципе, ну, вот эту фольгу, ну, это надо еще, ну как-то вообще нереально, просто ни с каких сторон. Здесь я перекрывала матовым топом, ну, он немножко уже не матовый, но тем не менее, да. Здесь глянцевый топ, и он как, ну, вот тоже... Абсолютно, видите, нигде, ни с какой стороны нет никаких ни отслоек, ничего. Самое главное, вот, как я вот уже говорила, да, это пройтись вот пилочкой по торцам, по всему, вот по всем краям, где самодельный вот этот вот слайдер соприкасается с вашим покрытием, да. Вот, делала я точно так же, вот, как вот в стык, да, как вот здесь, ну вот, фольга, она, в принципе, вот она, да, вдоль линии кутикулы. Ну вот, пожалуйста, вот как она отросла, и то есть ничего не отходит. Вдоль у свободного края тоже никаких отслоек нет, также потому что здесь было все хорошо подпилено. Ну и, собственно, вот такой вот результат. У меня нет задачи, да, там как-то, я не знаю... Вот делайте только так и все. Нет, делайте так, как вам удобнее, делайте так, как вам больше нравится. Я единственное со своей стороны просто показала вам то, как вот эти типсы делала я, да, то есть как я переносила фольгу. И, соответственно, протестировала на себе тоже крепление, как крепить, да, такой дизайн. Ну и, собственно, результат меня очень даже и устроил. Поэтому теперь я эту фольгу буду, я думаю, чаще предлагать и чаще использовать. К тому же, вот, ну, скажем так, вот такая, да, фольга, какие-то отдельные элементы, очень интересно, ну, как по мне, да, очень интересно их можно использовать в дизайнах. Вот такую фольгу, вот как мы уже с вами рассматривали, тоже и полностью рисунок, и какие-то отдельные там розочки. Можно делать прорисовки, да, тоже это добавит, скажем так, яркости, контрастности вашим дизайном. Поэтому здесь и стемпинг можно, в общем, сочетать можно что угодно. Поэтому я, в принципе, и дальше буду тестировать и использовать эту фольгу. Большое спасибо всем за просмотр. Если вам не сложно, пожалуйста, те, кто досмотрел видео до конца, поставьте плюсик в комментарии. Таким образом, я буду понимать, что длинные видео смотрят на моем канале. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!